Так, доброго времени суток, друзья. Всем привет зрителям канала. А, Наконец-то, спустя, скажем, долгое время мы снова продолжаем серию видео, касающейся игры Talos Noir, в которую мы как раз-таки играем. Вот. И как раз у нас на очереди, как я и обещал, многие зрители со стримов и так знают с комментариев, то, что в плане был в первую очередь разбор всех персонажей. Сначала выкачать их, разобраться по билдам и как раз таки поделиться своим мнением, как я вижу этого персонажа, как я его раскачивал в плане билда, того же навыков, как они себя позиционируют, показывают в ПВЕ, в ПВП, вообще с чем это все использовать. И как раз таки мы в этом видео подробно разберем и поговорим. А, Заранее хочу попросить ребят проявить активность. Кто не подписался, я вижу, многие не подписались, смотрят по статистике. Видео им нравится. Если вам нравится, подписывайтесь. Не забывайте прожимать лайк или дизлайк, комментировать, а также прожимать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, которые происходят на канале. А также прошу, ребят, очень прошу проявить активность, подписаться на Twitch канал мой, потому что стримы, как вы заметили, в последнее время стали реже выходить на YouTube, потому что я и пробую их запускать именно на Твиче. Twitch канал видите на экране. Ссылка будет в описании под видео, а также можете на канале посмотреть в информации. Тоже ссылка есть на Twitch. Это мой Twitch канал. Проходите на канал и прожимайте отслеживать. Будьте в курсе событий, а также приходите на стрим. Вот. Это, так скажем, небольшая реклама своего же канала на Твиче. Ну что, начнем. Что касается Сина. Первая профа, с которой я стартанул. По названию, что касается, как он называется, это у нас Танец теней. Вообще по порядку, что из себя представляет вообще, как позиционируется этот персонаж. Вообще это Full DD, абсолютно Full DD, что пониманием Full DD, прям вот максимально этого слова. В том плане то, что здесь вообще никаких аутов нету других, никаких саппортящих вообще вариантов, никакой, скажем, второй линии или поддержки. То есть это максимально дамажащий персонаж, который только и делает, что в PvP или PvE, то, что от нас требуется, это в основном это именно наносить дэмэдж. Вот. Но скажу, забегая вперед, в этом плане он очень хорош, особенно по соло-целям, каких-то PvP-ивентах, в которых вы конкретно можете выслеживать какие-то цели. Но со временем приноровившись, я скажу вам так, что в масс PvP, если уже иметь какой-то опыт в игре за него, тоже себя комфортно чувствует за счет очень сильного ДПС в первой профи. И, соответственно, который у нас есть Escape по типу инвиза. То есть это классический син с инвизом, с хорошим взрывным уроном, с хорошими пассивками на крит и с очень сильным контролем. Также мобильность. То есть у этого персонажа все есть, чтобы наносить максимальный эффективный ДПС. Почему по соло-целям? Потому что все-таки есть тут некие нюансы, о которых я чуть позже расскажу, разбирая навыки. Есть у нас урон по области, но область небольшая и цели должны очень плотно стоять. Да, мы можем это комбинировать через, допустим, ту же красную шапку питомца, который мы можем стянуть и как-то вот с раскола, если мы используем, да, навыка, чтобы посильнее продамажить, но все-таки и все сравнительно. Сравнительно с другими классами, где я имею в виду, что массовый урон, именно АУЕ скиллы,
Здесь совсем не про иное. Но точечный урон, контроль, мобильность — это самые сильные стороны этого персонажа. Чего боится персонаж? Персонаж боится именно массовых стычек, неразберихи, не может стоять всегда в передней линии. Наша цель всегда находиться где-то, забегать за спину, либо у нас где-то с фланга действовать, выцеплять единичные заблудившиеся цели, либо забегать, скажем, в тыл, ломать строй, оттягивать, останавливать, тонкие цели вырезать в первую очередь. То есть, кто для нас является самым опасным противником, на мое мнение, по своему опыту, скажем так, намного нам неприятнее это лучник. Неважно, это второй проф или первый, за счет своей мобильности. Почему? Потому что все-таки эскейп лучника, рывок, который ему дает это, имеет механику освобождения от обездвиживания и стана. Соответственно, нам очень сильно надо стараться. Нам не надо спешить ловить, допустим, того же лучника. Как это все происходит? Врываясь в него, мы вынуждаем его поражать, допустим, тем же скиллом, рывок, мы вынуждаем его поражать прыжок до того, как мы еще и этот рывок нажмем, потому что второй раз, когда мы нажимаем рывок, он прыгает вслед и станет. Первый раз он ставит метку на цели. Если он совершает такую ошибку, то все окей. В крайнем случае, если мы даже этот момент пропустили, мы имеем второй шанс. Тоже очень сильный контроль с хорошей дистанцией. Это раскол. На 3 секунды он станет и, соответственно, ловить. Но желательно, конечно, вынудить его поражать escape, скилл, рывка до этого момента, чтобы не терять этот скилл. Потому что бывает такое, что вы за первый стан его не убьете, либо ему не, скажем, не снесете значительную часть хп. Соответственно, нам всегда надо оставлять второй момент. То есть, вот. Ладно, перейдем к навыкам. Это первая профа, убийца, танец теней. По порядку разберем, как мы уже и предыдущие, скажем, персонажи разбирали. Первую страницу навыков, которая будет касаться и не будет отличаться базовыми значениями механикой вообще абсолютно никак, что у первой профы, что у второй профы. Поэтому я обращаю внимание подробно сейчас изучить эти навыки. Не буду подробно читать каждый стат, я обращу внимание на те механики, где стоит обратить внимание и как они работают, какие скиллы именно использую и вообще для чего. Что касается ПВЕ. На данный момент у меня 62 левел. Кап левела сервера это 63. Пока что не прокачался. И, соответственно, у нас имеется 66 поинтов. Вот. И давайте начнем. ПВЕ. Первая страница у нас скиллов. Первый скилл, ничего примечательного, с очень малым кулдауном. Скилл с пассивкой, которая имеет добавочный урон, больше урона, и как раз таки имеет эффект замедления. Я его вообще в билде не использовал, потому что я посчитал нужным использовать более эффективные скиллы, потому что у нас контроля и так в билде очень много, его достаточно. От слова много, это прям, да, прилично. У нас 2 скилла, которые очень сильно помогают нам, плюс у нас питомцы. То есть замедление это нам никак ничего не дает. Если брать по урону, по базовым значениям, вообще в итоге урон не такой уж высокий в сравнении, допустим, с другими скиллами и то, что дает в пассивках пробуждения, допустим, другие скиллы. Соответственно, я его не использовал. Ну, вот такой вот скилл. Вихрь клинков, как раз таки. Второй скилл это must have. Этот скилл я использую и в ПВЕ, и в ПВП. Расскажу, забегая вперед, почему я его беру и в ПВЕ, и в ПВП. Потому что он имеет очень сильную пассивку.
Не именно вот это, хотя это тоже самая сильная сторона его. То, что мы делаем рывок, касаясь, нанеся удар рывком, допустим, по цели, неважно. У нас включается пассивка, и мы можем в течение 4 секунд еще раз нажать. Соответственно, и у нас появляется эффект со второго нажатия, то, что оглушаем мы его. Вот. И, соответственно, у нас стан, который дает 2 секунды. Также он имеет добавочный урон со второго рывка, да, меньше, чем с первого, но, по сути, наш основной этот атрибут, который нам здесь нужен, это именно на 2 секунды стан. На что еще стоит обратить внимание? Самое сильное, что здесь есть, в этом скилле у нас будут синергии, не то что синергии, в этом скилле у нас будут собраны, скажем так, 3 составляющие. То есть у нас этот скилл будет как и дэмэдж наносить, этот скилл нам будет давать шанс и выжить, и этот скилл у нас будет давать нам и контроль. То есть мы его никак игнорировать не можем. Абсолютно. Ни в ПВЕ, ни в ПВП. Что касается, допустим, ПВЕ, то, что мы сейчас разбираем, да, билд, нам не надо пешком бежать до каждой пачки мобов в тех даже данжах, врывается, плюс от того, что дэмэдж есть, и со второй страницы у нас дэмэдж будет шанс крита, именно этого навыка, не именно этого навыка, а вообще вероятность на 3 секунды при втором попадании. Это очень сильно бустит наш урон. Очень сильно бустит наш урон, да, и приятно добегать не просто пешком до каких-то целей, а он сам рывок делает. То есть мы мобильны, быстро доходим до цели и бьем. Соответственно, у нас еще есть стан, на некоторых боссах, который может работать. Это очень приятно. И, соответственно, у нас шанс крита. Вот. Также то, что я говорил, escape. То есть применение навыка снимает эффекты обездвиживания и оглушения. Приятно, да, это очень круто, поэтому мы его обязательно используем. То есть его мы никак не заменяем. То есть он все. Мы его берем в том или ином случае, что в ПВЕ, что в ПВП. Что касается дальше третьего скилла, падение Луны, контратака. Очень сильный скилл. Очень сильный скилл. 50 на 50. Но все-таки я, скажем так, склоняюсь к тому, что этот скилл по большей части все-таки в основном мы берем, именно лично я беру, для выживаемости. Это, скажем, некий такой буст, щит для для разового урона. Хорошо, он принимает разовую атаку, неважно, навыком, либо с руки. Вообще как работает? Вы юзаете его, получаете состояние Луны на 3 секунды, то есть вокруг вас такая аура, клинки и как раз таки падение Луны, когда она срабатывает, именно наносит вот этот урон, и в течение вот этого действия времени, пока у нас этот эффект падения Луны, контратака, действует, если по нам ударят, она срабатывает и уменьшает входящий урон от первой атаки. Первой атаки, неважно, это скиллом, либо это будет с руки. Этот показатель со временем снижается до 6. Но там уже незначительно идет, потому что все-таки снижение мы можем разгонять еще через пассивку в пробуждение, да, восхождение еще дальше. Но очень сильный скилл именно для деф-механики, именно для соло-пвп, либо в данжах, ребят, где-то по типу Миража, если вы очень ощущаете нехватку выживаемости, хотите как-то чуть-чуть ее добавить, можно его взять. Ну, я, в принципе, в ПВЕ практически без него бегал, но чтобы знали, что за скилл. Пассивка, дополнительный урон. Вот и все. Дальше второй ряд скиллов. Скилл называется Раскол. Это наш основной скилл, скажем так, один из основных скиллов в ПВЕ для дэмэджа.
а также один из основных скиллов нанесения и контроля дэмэджа. То есть контроля дэмэджа и контроля PvP. Что вообще скилл делает? Быстро перемещается к цели, использует раскол, нанося определенное количество физического урона, а затем быстро возвращается. Цель, по которой попадает раскол, получает этот урон в течение 1 секунды. То есть тут есть с задержкой урон, как постепенный, но по сути урон взрывной. Мы прыгнули, цель получила урон, мы уже возвращаемся на исходную точку, вот в течение этой секунды он получит этот урон. Скилл, вообще дистанция приличная. Станет она с пассивкой восхождения, когда мы уже пробуждаемся на 50 плюс левеле. Имеет оглушение цели на 3 секунды. Это очень сильно, это очень много. Вот. Если цели стоят очень плотно, в небольшой дистанции, скажем, он может как раз-таки этот эффект сработать по всем. Вот. Поэтому этот скилл мы берем, даже в ПВЕ берем. Единственный минус, что я могу выделить, этот скилл кулдаунится 20 секунд. Да, это у нас много относительно других скиллов, но другой вариации у нас нет, других вариантов. Что касается пассивки, пассивка это увеличение урона со временем. То есть добавочный урон именно ко второму этапу. Не с первого попадания, который, когда мы попали, вернулись на исходную точку, то есть он вот делает прыжок. Так, где она? Нет, вот. Вот до такой дистанции, то есть прыгает до цели и возвращается на исходную. С прыжка то, что он нанес урон, и как раз таки он вернулся, и вот в течение секунды у нас идет вот этот урон. Вот туда добавочный урон идет от пассивки вот это. Очень сильный скилл. Следующий скилл у нас изогнутый клинок, 10 секунд. Что могу сказать про этот скилл? Это массовый скилл. Скажем, такой нюк, можно его спамить. Я с ним бегал именно в масс PvP, комфортно чувствую. Прям вот отлично он заходит для масс PvP. По типу я его брал, я на поле боя его брал. Я брал его на битву гильдии. Прекрасно он себя чувствует, ощущается. Кулдаун очень низкий, вы можете им спамить практически постоянно. Некий нюк, которым вы можете отбрасываться с безопасной дистанции в толпу, если вы как с какой-то пачкой деретесь в основной какой-то толпе. Вам не надо забегать. Можете отспамливать, учитывая, что у него пассивка восхождения, позже покажу, еще на крит. То есть и при крите нам дает заряды, про заряды чуть позже. Это основополагающая билда по урону. Соответственно, этот скилл мы применяем только вот в массовых PvP. В основном я его брал. И что касается скилла, что он вообще делает? Кидает клинок на дистанции. Сюрюкен, скажем, да, такой. И он крутится. Крутится 5 раз и наносит урон. Урон тут уже расписан 5 раз и возрастает, по возрастающей идет суммарный урон нижней цифры. И вот как раз таки пассивка тоже интересная. Это настакивание максимальное на первом левеле 7 урона, то есть 4 стака, 28 урона. Процентов урона. Вот. Это что касается вот этого скилла, который мы только... Вот в ПВЕ я его не применяю. Дальше. Дальше у нас Лунная Рапсодия. Очень сильный, очень дамажный скилл. Без какой-либо механики лишней или чего. Это full damage скилл. Но есть большое но. У него очень большой кулдаун. Очень большой кулдаун. Но я его все равно в билде беру. Скажу почему сейчас, чуть позже. И пассивка у него как раз-таки добавляет... больше урона. Просто к скиллу больше урона. Ничего лишнего, просто урон. Вообще, как он работает? На большой дистанции. Это массовый скилл. Также его иногда можно и в PvP использовать. Я его использовал в PvP. Чуть позже скажу, что насчет PvP, насчет него. Дистанция, вот совершается прыжок и останавливается там.
PvP чаще всего, когда вы прыгнете туда, если там не умерли ребята будут еще, вы можете там остаться навсегда, то есть вам смогут положить. И минус его то, что он долго кулдаунится. Сила его в чем? Базовое значение урона, самое сильное значение урона в этом вообще у этого персонажа, у этого скилла, плюс у него очень сильная пассивка есть, которая у нас позже открывается на пробуждение. Она просто очень прям читерская, можно сказать. Действует по области, использование расходует всю энергию. Каждая использованная единица энергии увеличивает урон лунной рапсодии на 11% и обеспечивает игнор защиты на 6%. За каждый стак энергии, это за каждый стак энергии, ребят. То есть при максимальных значениях умножьте на 5. Про энергию чуть позже, сейчас на второй странице расскажу. Соответственно, мы его берем. Беру я его с такой комбой, сейчас увидите, это первая страница навыков, и как раз таки вторая страница на 50-м, которая у вас откроется, у нас открывается 2 доп скилла активных, это у нас безлунная ночь, инвиз, если обычным языком. Что она дает? Она нам дает скрытность на 6 секунд, она нам дает баф по скорости передвижения, но имеет некий небольшой, скажем, негативный, я его так называю, дебаф. В режиме скрытности мы получаем урон на плюс 30%. Но, в принципе, это нам никак не мешает, потому что... еще он увеличивает самое важное, самое основное, то, что урон от навыков на 40% в режиме скрытности. То есть мы в него уходя бьем в основном самым сильным скиллом, чтобы максимально усилить его урон. Чаще всего я как это делаю, я с инвиза бью расколом. Вот. Потому что усиливаем его урон, быстро движемся, у нас есть скрытность. Либо вы можете в нем уйти как-то. Вот. Но есть тут такой момент, ребят. Скрытность прекращается, если вы попали под какие-то навыки, скиллы обычных атак, а также заканчивается при сроке действия. Ну, это понятно. При этом получаемый урон плюс 30% в течение 6 секунд. То есть после нее агрессировать в толпу не имеет смысла. Чуть-чуть переждите. Если соло цель, да, можно. Допустим, вы с него раскол дали. 3 секунды он уже в стане стоит. Вы бьете, у вас все равно будет первый скилл в откате. Можете еще с него прыгнуть, еще раз продлить, застанить. То есть цель не уйдет. Что касаемо этого скилла. Его беру чисто в PvP. В PvE его практически вообще никогда не беру. Данный билд это PvE, напоминаю. И, соответственно, второй скилл это слабое место. Скилл, который имеет два применения. То есть первое и последовательно второе. Как и рывок наш. Первая атака наносит определенный урон и дает единицу энергии и раскрывает слабое место врага. Вторую атаку выполнить в пределах следующих 8 секунд. Еще раз наносим урон. И при атаке второй раз мы еще дополнительно получаем единицу энергии. Что такое энергия, ребят? Показываю. Вот у нас есть тут кружочек. Энергия. У нас их может быть 5. Каждый стак энергии усиливает урон определенных скиллов при их затрате. То есть у нас получается вот такая раскладка, рапсодия и раскол. То есть это 2 скилла, которые будут в билде, которые будут тратить нашу энергию и усиливать свой урон. Соответственно, моя задача в этом билде была то, как я сделал, чтобы максимально эффективно набирать урон. Урон, да, и, соответственно, для этого мне нужно максимально эффективно набирать энергию. То есть у нас с пассивки будет с удара тьмы, с рывка, за счет вот этой пассивки, энергию, которая как раз-таки при попадании увеличивает вероятность крит попадания, шансы крита на 18% на втором левеле, на 3 секунды. И как раз-таки нам дает энергию, 1 единицу. И вот этот скилл, который при попадании первому дает единицу энергии, и при втором попадании
который в течение 8 секунд мы можем выполнить, дает дополнительную энергию. То есть за один скилл 2 энергии максимально эффективно то, что можно здесь, скажем, вытащить со всего этого. Из всех навыков, которые... Вот. И, соответственно, у нас на первый круг, когда мы в ПВЕ, у нас, да, может быть немного энергии, поскольку с рывка уже врываемся и дает энергию с этого, он раскол, потом только рапсодия. Но со второго и несколько кругов у вас всегда будет поинты на энергию, и, соответственно, у вас скиллы будут усиленно бить. За счет вот этого скилла будет раскол усиленно бить. При попадании, использовании расходует всю энергию. Каждая использованная единица энергии увеличивает урон раскола на 16%. Каждая единица. То есть максимум 80. То есть это при максимум. То есть у нас может быть только 5 стаков энергии. 5 на 16, 80. Это очень сильно бустит скилл, поэтому я его беру. Раскладка. Раскидка 66 поинтов такая. Вот. И, соответственно, его беру. Здесь можно на единицу взять рывок, потому что на первом левеле дает 15% шанса крита. Это и так достаточно. Но чуть-чуть зажадничал. Тут я взял на 2 поинта. Вот. А первая пассивка — это у нас вихрь клинков. Первый навык, который я говорил, который я не применяю в билде. Вообще он что имеет? Он имеет там добавление энергии и добавляет сюда механику рывка. Он имеет небольшую дистанцию, очень короткую. Вот на дистанции нашей тени, вот такую дистанцию, рывок. По сути, он нам ничего не дает. И, соответственно, еще у нас там есть восстановление безлунной ночи. Это хорошая механика, но чисто из-за этого брать навык, который сам как навык себя не будет показывать, поэтому я его не использую. Особенно в ПВЕ. Вот. Что касается самого последнего нижнего ряда пассивки. Полная луна называется. Использование навыка потребляет энергию. А вообще, вкратце, то есть это пассивка, которая нам дает шанс регенить нашу энергию. Регенить, то есть восстанавливать. У нас есть шанс 60% при максимальной энергии, то есть шанс 60% при максимальной энергии, что мы сохраним 2 заряда энергии. Это очень нам помогает под сухую не сливать всю энергию. А в идеале уже на такой стадии ее, конечно, выкачивать, шанс сделать выше 70, чтобы это эффективнее работало. Но, по крайней мере, пока что я никаких, скажем, проблем не испытываю с этим. Соответственно, пока что в двоечку взято. Следующий скилл. Использование навыков в режиме скрытности увеличивает урон. А эта пассивка касается чисто пассивки скрытности, то что мы получаем скрытность безлунной ночи, и, соответственно, под ней мы получаем буст урона. Можем там взять на единичку. Почему на единичку? Это в PvP. Потому что с каждым левелом прокачки у нас идет плюс 1%. Ну, плюс 1% к урону разовый, когда с инвиза один раз бьем, это не очень. А в последнюю очередь выкачать можем. Это к итогу урона, ребят. Это сильно, да, 6%, но поинт на начальном этапе тратить, чтобы 1% получить, это не то. И на самое вкусное, третья пассивка нижнего ряда, крит, так и называется, тут ничего не такого. Это базовое значение шанса крита. Туда я побольше поинтов кинул, чтобы мы максимально комфортно себя чувствовали, чтобы у нас криты были всегда. Если вы видите, что критов мало, еще попутно надо нам еще позаботиться о точности в статах, поэтому обратите на это внимание. Вот. Это что касается этого. Вообще в идеале его выкачать уже на 10 и хотя бы на шмотках несколько поинтов на крит поймать. Именно эту пассивку. У меня было, но я перераливал, когда играл второй профой. И, соответственно, он у меня слетел. Так, дальше. Дальше у нас суд бога Луны.
Это у нас последнее восхождение, последнее пробуждение, правосудие бога Луны, танец теней. Здесь очень много интересных обилок. Я все не буду читать. Я сейчас прочту те, которые относятся к ПВЕ. А те, кто ПВП, мы уже с ПВП разберем, чтобы лишнее время не тратить. Ранение, скилл, пассивка. При выборе подходящего слабого места второй атаки слабое место ускоряет восстановление навыка. По сути, она нам дает сокращение кулдауна вот этого скилла. Этот скилл кулдаунится практически очень быстро, особенно вот с первым скиллом. И нам нужно его снижать кулдаун. Почему? Потому что он нам дает 2 заряда энергии, 2 стака энергии. И, соответственно, наша задача максимально, насколько это возможно, усилить тоже попутно, но не упарываться только в него, чтобы как раз-таки силу получили вот эти навыки. Соответственно, он дает нам ускорение. Он на двоечку взят. У меня в навыках +1 в шмотках прокнуло, поэтому у меня вот на 3 он якобы вкачан. И восстановление навыка на 1,6 секунды. Слабое место наносит на 6% больше. И добавочный урон. Вот. То есть у нас, по сути, скилл кулдаунится 8,4 секунды. То есть мы снизили с 10 на 8. Очень приятно, очень круто и небольшой урон. Буст. И по наитию называется скилл усиления, очень сильное, я уже показывал. Это рапсодия усиливает наш скилл, область. И как раз таки теперь мы имеем с каждого заряда добавочный урон и игнорирование защиты, ребят. Это очень сильно. Это очень сильно, это очень помогает. Особенно вы видите, когда... Вот. Почему его стоит даже на первых этапах больше поинтов брать? Потому что даже, ребят, допустим, у вас даже зарядов, если мало накопилось и рапсодия на авто заюзалась, хотя бы у вас базовое значение было хоть какое-то. Но он будет юзаться практически не меньше 2 зарядов всегда, когда уже с первого круга, даже на авто, когда бегаю, я замечаю. И, соответственно, даже если 2 заряда тратить, это плюс 22% к урону, и это 12 игнору защита. Это очень сильно. Вот. И как раз-таки последний навык. Крит урон. Это вес крута, это сила крита, о которой я говорил. То есть, в первую очередь, это если у нас шанс крита, которая часто что прокола. А это уже доп урон, именно крит урон. Вот. А выкачал я его на 4. Если поинтов не хватает, можете хотя бы на 3 выкачать, потому что, ну, как раз на 3-м левеле прокачки будет ровно 10% крита. А так вообще в идеале его выкачать вместе с этим. С шансом крита, чтобы именно вес крита был побольше. Это что касается ПВЕ. Что можно здесь изменить? Вообще какие вариации есть под какие, допустим, данжи? Бегаю ли я такой расстановкой, допустим, где-то в башне, допустим, той же, или что? Да, в башне практически до 99-го левела. У меня, по-моему, 99-й я бегал. Где башня лозы. Да, до 99-го левела я бегал вот такой раскладкой. Такой раскладкой, то есть, в принципе, никакого дискомфорта. Вру. На 95-м боссе я бегал с ПВЕ скиллом. Я взял, да, PvP билд, соло PvP билд, где у меня будет контратака, чтобы для выживаемости, и инвиз. Потому что там сложно было, потому что БМ у босса и рекомендованного было практически на 70, не знаю сколько, на 50 или плюс 1000 выше. Поэтому я брал такой. А так, в принципе, проходится все просто. Ну, там, смотрите, если по выживаемости чуть не хватает, что можно, допустим, забрать, что заменить. Вот клинок можно заменить, допустим, ту же рапсодию, да, потому что 2 скилла очень долго кдэшится. Вот как-то так. Чтобы иметь чуть-чуть плотности. Вот. Что касается ПВЕ, давайте быстро переходим в ПВП. ПВП именно соло.
Что имеется соло? Для арены вашей, хоть и против ботов, вы вообще практически комфортно себя чувствуете. Так, для этой арены. Так, ладно, заберу. И, соответственно, что у нас в понедельник? У нас есть PvP-ивент. Лучший из лучших, или как он назывался, забыл. Не суть. В понедельник есть у нас PvP-ивент, каждый сам за себя, 1 на 1. Вот там можно использовать этот билд, а также в Колизее, почему бы и нет. Что выделю в этом билде? Вы становитесь намного наглее с таким билдом. Вы чувствуете себя намного плотнее. Чаще можете контактировать с целью, чаще можете врываться, драться. Но без фанатизма, потому что, еще раз предупрежу, этот чар не любит, когда он под фокусом. То есть, да, мы можем за счет рывка выбежать из-под фокуса, но нам это не нравится. Вот. Что касается PvP скиллов, обязательно берем рывок, о нем рассказал. Берем обязательно контратаку, как раз таки, которая нам дает именно вот эта выживаемость. Вот. И чаще действовать, соответственно, потому что кулдаун его 7 секунд, это очень приятно. Раскол берем обязательно, потому что это очень сильный контроль. Если цели очень близко друг к другу стоят, это контроль еще и массовый, а также и урон массовый. Вот. И, соответственно, по классике, почему бы и нет, весь билд строится через этот скилл и энергию. Вообще класс характеризуется именно вообще строение вообще билда, и вообще основа класса это как раз таки и есть энергия, за счет которой мы урон наносим. Но это, скажем, свободный отдел, когда у вас есть время по типу PvE, где-то вы на автобое, да, можете там настакать. Понятное дело, что в бою это намного сложнее, но я вам так скажу, раз-два раскаст, когда у вас уже накапливается, вы можете нормально зарядить. Вот, но тут еще такой момент, то что инвиз нам очень много дает. Он нам дает мобильности за счет ускорения, да, он нам дает безопасно дойти до определенной дистанции. Единственное, просто линейно не действовать, чтобы вас просто не поймали где-то интуитивно. И, соответственно, он дает очень сильный буст к урону. К урону навыков, соответственно, мы его берем обязательно. Вот. И, кстати, я про пассивку забыл сказать. Про пассивку я вообще не прочитал, не сказал. Пассивка также нам усиливает шанс крита и шанс урона. Это очень сильно. То есть 12% на втором левеле у нас шанс крита и крит урона, когда мы с ним убьем. Вот. Соответственно, мы его берем. То есть у нас такая раскладка получается. Рывок, контратака, инвиз и раскол. Чаще всего, если это касается Колизея или где-то, допустим, по дефолту, если это обычная катка, если просто, я обычно бегу сразу со старта с небольшой задержкой, с инвиза прямо вглубь, за спину противнику, и со спины оттягиваю. Останавливаю их, цели, которые на рейнже стоят, тонкие цели по типу мага, либо хила, с инвиза сразу раскол, а там уже по ситуации. Подбегаю, бью, уже стан спадает, и там контратаку с рывка еще раз застанил, контратака, откат идет, еще срабатывает и урон еще, и вот так еще питомцами, и в принципе цель уже в невыгодной позиции. В крайнем случае цель, если выживет после всего этого раскаста, он будет прям на лоу хп и убежит, либо спрячется в веб-демона. Вот, соответственно, плюс-минус игра вот в таком ключе. Вот. Что из пассивок? Пассивок мы уже, как и в PvE, такая же раскладка. Единственное здесь, что меняется, мы уже берем на единицу вот этот навык. Почему я говорил, что можно раскачивать, но мы 1% получаем с кулдауном скилла в 20 секунд. Ну, это такое.
Есть очень много масса скиллов, которые мы хотим видеть, которые мы хотим в раскачке увидеть и которые нам дадут больше профита. Соответственно, это нам не подходит. Подходит, но чуть позже. И как раз-таки у нас последнее окно для PvP соло. Это что касается скилла «Опасная рана». Что она дает? Увеличивает бафы от использования навыков в режиме скрытности. То есть скрытность, то, что бафы нам давала по типу ускорения, скорости, которое у нас было меньше, урона и получения урона. Как, кстати, с левелом прокачки, забыл про это рассказать. Получаемый урон с левелом прокачки снижается. То есть меньше получаемый как раз таки урон. Здесь как раз таки эти бафы он усиливает. Вот. Вероятность шанс крита усиливает. Доп крита усиливает. Вот. Что касается пассивки. У меня тут +1 навык выловлен в шмотках на каких-то. И, соответственно, так-то на двоечку вкачан. Почему на двоечку? Потому что, ребят, здесь такой момент. Как и во многих других персонажах, в двойку сразу брать прям must have. Почему? На первом левеле он дает 5%, а на втором левеле дает 7%. То есть шаг 2%. 2% это приемлемо. И если это касается шанса крита, это приемлемо, 2% это хорошо. И, соответственно, на 2 я его взял. +1, то есть еще дальнейшая с 2 прокачка дает только 1%. Это уже позже. Дальше. Теневая контратака. Это у нас контратака усиливает пассивка. Падение Луны. Что она дает нам? Срабатывание через 1 секунду после падения Луны. Контратака. То есть нам дает доп 1 секунду ускорения. Также. Ну, ничего такого. Самое важное здесь, которое, скажем, пассивные характеристики, которые мы получаем и хотим видеть, это как раз-таки снижение урона и также увеличение наносимого урона этим скиллом. Наносимый урон этим скиллом, ребят, он контактный, он наносится в небольшой области. Выглядит он вот так. И наносится он вот в такой области. Видите, срабатывание. То есть в этом скилле мы контактируем, но у него кулдаун низкий, то есть вы можете, когда ворвались, можете перед врывом заюзать и сконтактировать персонажа противника смело, потому что первая атака его снизит входящий урон на данном этапе, где она, 44%. Вот. В принципе, здесь все. И, соответственно, нам кулдаун снижаем. Контратаки на 1-2%, секунды. Последняя пассивка для этого билда это крит урон. Крит урон увеличивается на 12,5%. 4 поинта, да, желательно, конечно, его выкачать, но у нас пока что поинтов не хватает. Это вес крита. Это живучая, скажем, сборка, более контактная, более, скажем, агрессивная, мобильная. Скиллы позволяют нам это делать. Вот. Также, ребят, бывает такое, что я беру вместо контратаки Рапсодию. Я бегал и так. Скажу так. С Рапсодией геймплей чуть-чуть менее активный становится. Все-таки кулдаун 25 секунд. Менее активный, но... Да, дамажный, но менее активный, ребят. И все-таки остановился вот на такой вариации. Изредка, может, я беру его, но в основном только так. Ну, тут уже на свое усмотрение смотрите. Вот, потому что 3 спела иметь в билде 20 плюс кулдаун, ну, это такое себе, знаете. Так что подборка такая. Вот. Более сбалансированная, скажем. И что касается PvP масс,
Это как раз-таки все то же самое, то, что я про клинок говорил. Тут единственное, что мы добавляем. У нас уже нету контратаки, и я бегаю с клинком. Не знаю, кому как, но это как раз-таки то, как я вижу. Очень комфортно себя чувствовать с этим навыком, особенно на поле боя. Я люблю туда ходить, бегать. С последних стримов на Твиче можете посмотреть. Очень комфортно, очень хорошо себя можно показывать. Стягивать в толпу, его кинуть. Он имеет шанс крита с пассивкой, которую я покажу. Соответственно, маленький кулдаун 10 секунд. Это такой нюк, которым мы отспамливаем постоянно, откидываемся и, соответственно... то есть мы можем на дистанции как-то действовать, как нюкер. Не обязательно врываться. Мы можем Рапсодию взять. Ну, у Рапсодии есть такой момент. Вы можете после врыва там и остаться. Допустим, прыгали с Рапсодией, допустим, убили, не убили, вас могут там же вытянуть. Еще был такой момент, то что, ребят, в полете с Рапсодией меня вытягивали. В полете с Раскола вытягивают. Так что это надо подготовленных целей давать. Это не надо давать вперед всех бежать, закидывать. Надо ждать, наблюдать. Вот. В масс ПВП, что касается. Этот нюк нам позволяет это делать на дистанции, откидываться, кидать, дамажить, подготавливать, разворачивать цели спиной и как раз таки потом бить. Что касается пассивок второй страницы, здесь все то же самое. Здесь единственное, на единичку я взял, вкинул куда-то. Скорее всего, я вкинул... Сейчас увидим пассивку. Ну, здесь можно и 2, и 1 взять. Я же говорил, что я жадничал, потому что 15% шанс на первом левеле это нормально, этого достаточно. Потому что у нас и по статам разгоняется крит всегда. Все остальное идентично. Единственное, на этой странице у нас меняется уже верхняя. Это обязательно берем. Опасная рана, это наша инвиз усиливаем. И здесь уже мы берем именно изогнутый клинок, усиление его. Пассивка. Вероятность крит попадания изогнутого клинка возрастает на 8%. Это 3-й уровень. То есть мы шанс крита добавляем. Он крутится 5 раз, 5 ударов наносит. И за эти 5 ударов в толпе, ребят, я вам так скажу, он точно несколько раз кританет. И тут самое вкусное. Критическое попадание при использовании навыка с вероятностью 80% дает 1 единицу энергию. Так что этим клинком перед кулдауном вашего инвиза и раскола, этим клинком пару раз дав его, вы можете себе энергию так настакать, что со следующего инвиза и раскола вы там пачку людей положите, поверьте. То есть вот в таком ключе. Это какая-то есть масс-заварушка. Так. В принципе, все. Это что касается для первой профы. Подробно разобрал, ни о чем не забыл. И что касается как раз-таки навыков клана, сразу скажу, что здесь у меня вот такая раскачка. Но у меня упор и прям не идет именно в ловкость. Я чуть-чуть силы подкачал. Но тут уже сами смотрите, потому что у нас основной атрибут это ловкость. С него нам прокает много чего остального, и крита, и все остальное. Но и сила нам нужна, потому что как второстепенный стат на атаку и все дела. Но удача, понятное дело, хоть и рандомная. Стат атаки понятно. И, конечно же, у нас ОЗ. Вот. В боевых навыках практически ничего не вкачивал. Их компенсирую пока что с шмоток чуть-чуть ловлю, потому что все-таки сюда очень много поинтов нужно. И тут все-таки 0,01% дают, которые тебе никакой погоды не сделает. Кто бы что бы ни говорил, даже если 1%, чтобы вам выкачать, просто 1%, вам уйма надо очков вкинуть. Нашему серверу 2 недели, из которых неделю я не играл, то есть я с опозданием на неделю как бы зашел на сервер. Вот. Так, пошли-ка мы тогда спекаться во вторую профу. Будем разбирать вторую профу, что она себе представляет.
Так, я водички попил. Так. Вторая профа у нас называется Лунный Ассасин, Лунная Тень. А, Забегая вперед, скажу вообще вкратце в двух словах. Эта профа, скажем, более мобильная. В плане навыков более мобильная. В кавычках. Почему в кавычках более мобильная? А, Если это брать мобильность касаемо просто как навыка, то да, ребят. Но если это касается, как сказать, именно как ты себя чувствуешь в ПВП по мобильности, ну тут бы я поспорил. Ну вообще, если смотреть, по сути у тебя раз, два, 4 скилла, которые просто передвигаются с уроном. То есть, соответственно, да. И здесь есть большая разница от первой профы. Самая основная разница в чем заключается? В том, что первой профи у нас в основном это была заряды энергии, это были траты заряда энергии и конверт их в дополнительный урон от навыков и шанс крита. То есть у нас там взрывной урон, burst damage, в основном в такие соло-цели, либо не в большой области. Что касается этой профы, здесь все, скажем, совсем наоборот, что ли, или как сказать. Здесь нету такого burst damage. Здесь механика настакивания неких дебафов на цель, за счет которого они получают постепенный урон. Эффективно ли это? Либо первый вариант, первая профа, а мой выбор будет первая профа, ребят. Потому что в моем понимании все-таки и на моем опыте Син не может размениваться, долго хитаться с целями, быть на виду. Мы это не любим. И поэтому мы можем получить, скажем, люлей от этого отхватить. Потому что здесь, чтобы эффективно бить и эффективно наносить дэмэдж, в ПВП, что касается, у нас должны настакаться именно эти дебафы. Давайте перед тем, как разберу билд, что касается для ПВЕ, я расскажу о этих дебафах. То есть есть скиллы, при использовании которой мы накладываем на цель лунную тень и тень темной луны. Вот, накапливаются они до 5 раз. 5 раз это максимальное количество. Лунная тень действует 5 секунд, наносит физического урона такого небольшого, постепенного, в течение 5 секунд. И тень темной луны тоже действует 5 секунд, наносит тоже определенное количество урона, но уже больше, практически в 5 раз физического урона, в процентах 31. И тут есть еще такое, скажем, приятное дополнение. Магическую и физическую атаку цели она уменьшает на 5%. Это за один стак. Вот. Длится это 5 секунд. Вот и вся механика именно вот этой профы. В ПВЕ, что касается в ПВЕ. Что касается в ПВЕ, очень даже играбельно, очень даже приятный урон. Но все равно с первой профой не очень получается у этого билда соревноваться. Все-таки стаки не всегда прокают. Когда, допустим, хоть и я ее через билд буду сейчас разгонять и продлевать до 10 секунд, но эффективности такой прям нету. Чтобы сказать, что постепенный урон, да, он может криты сработать тоже на постепенный урон, но что касаемо критов, потому что у нас в первом билде все-таки была пассивка на шанс крита, здесь у нас на шанс попадания, на точность, и в конечном итоге у нас шанс уклонения. Более, скажем, на плотность. И за счет пассивки то, что снижение урона у цели идет. Но об этом чуть позже. Вообще, что я здесь брал? Стоит ли обратить внимание на рекомендованные
вообще, как здесь к ним относиться. Вообще, отчасти, именно если брать активные навыки с активными навыками в рекомендованных в этой профи, я абсолютно согласен. Но с пассивными они иногда мудрят. Вот, допустим, вот у нас подземелье выживания. У нас контратака, рывок, клинок, который 2 раза можем использовать и имеет шанс накладывать эти тени. И, соответственно, удар темной луны, который у нас вот эти стаки луны меняет с одного на другой, усиливает, конвертирует их. Но там есть шанс конвертирования, может и не сработать. А навык кулдаунится 25 секунд, на минуточку. Урон в подземельях. Единственное здесь, что я с вихрем клинков не согласен. PvP гибкость. Тут понятно. PvP нюкер. Вот PvP нюкер. Так, здесь что у нас? Вот PvP нюкер можно, кстати, вот такой вариация. Единственное. Да. Вот такой вариация. Единственное, пассивки поменял бы. Ну да ладно, что касается ПВЕ. ПВЕ также я второй скилл брал. Брали его на 7-2. Вообще, в идеале, конечно, хотя бы до 9 для пассивки добрать. Раскол я обязательно брал. И потому что у нас... где она? Для раскола... Сейчас, секундочку. Вот. У нас для раскола есть... интересная пассивка здесь. Мы ускоряем кулдаун раскола. У меня кулдаун там 17 или 16 секунд было. Это очень приятно. И каждый стак лунной или темной луны увеличивает урон раскола на 7%. Стаки луны в ПВЕ, они практически всегда будут находиться. Особенно на целях жирных по типу босса. И, соответственно, мы имеем дополнительный урон. Там 5 стаков, 35 урона на первом левеле. То есть раскол обязательно берем. Да и соло таргет. Хороший урон. Единственное, что в этой профи раскол уже не имеет механику стана, как в первой. Вот. Соответственно, это вот так. Второе, что я брал, я здесь тоже брал рапсодию. Почему здесь рапсодия? Рапсодия здесь очень хорошо сделана, хотя она и в первой профи хорошо собрана. В первой профи у нас что было, вспомним? У нас в первой профи было дополнительный урон от пассивки, и у нас был игнор защиты за заряд энергии. Здесь тоже очень интересно. Здесь за один стак лунной тени или темной луны мы получаем... Где оно? Мы получаем шанс крита. И причем очень приличный. 15% шанса крита, и каждый крит попадания, каждый крит добавляет 1 стак лунной тени. И он здесь берется как основной скилл со входом. И вот этим скиллом ставится сразу вслед вторым, потому что мы за счет него будем быстро накладывать стаки темной луны и, соответственно, лунной тени. Вот, он прыгает 5 раз, 5-6 раз, и как раз-таки за это у нас несколько стаков прокает, потому что мы критуем часто, потому что все-таки даже в этом билде, хоть и пассивки нету на крит, но мы все-таки в статах разгоняем крит. Вот, соответственно, мы его раскачиваем в таком порядке, обязательно берем. Раскладка будет вот такая, он будет вторым стоять, чтобы первым зарядиться и иметь больше стаков. Если заметили, я раскладку всегда меняю, потому что раскладку расставляют так, как они должны работать. Если даже они автоматически не нажимаются, нажимаете в таком порядке по часовой. Вот так, вот так, вот так. Потому что все-таки билд прежде всего строится на синергии скиллов. Усиление друг друга, порядок от механики. Здесь, что касается, мы хотим настакать больше стаков и использовать эти стаки в скиллах, чтобы они имели большего профита. Поэтому здесь я беру лунный удар, клинок. Кулдаунится 15 секунд. Хороший урон имеет. Юзается 2 раза. Это
Имеет механику рывка. Сейчас покажу. Вкачиваем на первом вообще на 7. Вообще имеет такую механику очень интересную. И в PvP очень хороший. Так, раскладка у него вот такая. Сейчас. Складка такая. Вот. Видите, он делает рывок и бьет 2 раза. След оставляет таких 2 ударов, если вы заметили, сейчас показывает просто. Многие думают, почему 2 раза, если он делает один рывок? Внимательно. Раз, два. Видели? Такие круговые области. Вообще, и что он делает? 2 удара, соответственно, с хорошим базовым значением. И, в принципе, все. Пассивки он имеет дополнительный урон, дополнительный шанс срабатывания, чтобы получить именно лунную тень. Пассивку. Дебаф. Лунный удар наносит 7% больше урона. Вот и все. Так, у него стан есть. У него стан есть, насколько я помню. Нет? Или я путаю. У него стан есть пассивка. Но сейчас мы позже вернемся. Вот. Из нижних пассивок, что касаемо первого скилла, я его вообще нигде не использовал. Он здесь тоже имеет механику рывка, как и в первой профи, и шанс лунную тень получить, что касается нашего дебафа. Ну и дополнительный урон. Ничего особенного. Вторая пассивка — это падение луны, это контратаку. Тут нам добавляет ускорение, восстановление и как раз-таки то же самая механика. Та же самая механика, что в первой профи. Единственное, что здесь... подожди, где она? Здесь она добавляет лунную тень. При том, что если цель получит этот урон при попадании. Вот. Но мы его тоже раскачиваем, только в PvP билде. Что касается рывка. Рывок мы обязательно берем, потому что у нас появляется шанс рывка 60% для того, чтобы получить... где она? Лунную тень. И ускоряет восстановление у нас на 1 секунду. Ну, блин, 1 секунда, конечно, не так много, но в основном его качаю, вот в 2 даже вкачивал, чтобы у нас шанс был плюс-минус хороший, потому что практически всегда мы настакиваем. И основная механика то, что в скилле был тег именно вот этого дебафа, чтобы настакать, что с этого, что с рывка, что с рапсодии, чтобы эффективно еще и раскол усиливался, по сути. Вот. Дальше здесь... Здесь я выкачивал на 5 поинтов, но у меня здесь этот +1 есть. Вообще, вкратце, что эта пассивка дает? Она усиливает и дает усиление именно времени, продлевает время действия дебафов. У нас они по дефолту, по умолчанию 5 секунд действуют. Соответственно, здесь в этой пассивке мы усиливаем и получаем усиление на 1 секунду. Вот. Общая продолжительность на 6 секунд. То есть тут я выкачиваю почему до 5. Сейчас покажу. Потому что мы... Вот здесь. Не смотрите, что у меня здесь +1. Вот до 5 докачиваете, и вы получаете доп. Урон. Лунная тень и темная луна, то есть дебаф, имеет увеличение урона на 3%. Общий урон на 3%. Ну, хотя бы до 5 его докачать. Вот. Стоит ли туда упарываться, все выкачивать? Да, стоит, но не на таком этапе. Потому что урон не так сильно будет разогнан на таком этапе. И я вам так скажу, когда все 5 стаков сработают, если вы играете через этот навык, он конвертирует все стаки
А в темную тень, даже при таком раскладе, урон не очень прям такой высокий, как хотелось бы. Вот. Насчет вот этого стака, ой, и навыка, что имеется в виду? Вообще навык имеет тоже механику рывка, проносится сквозь врагов, наносится урон, и как раз-таки он меняет действие лунной тень цели на темной луны на 5 секунд. То есть у вас 5 стаков темной луны, ой, лунной тени, дебаф первый, вот этот обычный, юзается этот скилл, попадаете по целям, и он вот эти стаки меняет в обратную, конвертирует в темную луну. То есть они получают больше урона, и он обновляется, этот стак, кулдаун заново 5 секунд, и снижение урона идет. Но этот скилл почему не использую? Потому что имеет очень большой кулдаун, и по тому, как я проверил, вот эта раскладка намного эффективнее. Допустим, в паре Раскол и Лунная Рапсодия намного эффективнее, нежели, допустим, мы его возьмем с этим скиллом, либо, допустим, вместо Раскола мы его возьмем, ну, второй скилл будет такой, как вариант. Ну, я все-таки его не использовал. Я пробовал его, но с ним тоже неплохо, но все-таки персонаж более комфортно вот с такой вариацией чувствует себя. Потому что все-таки в Рапсодии у нас все-таки есть криты, и у нас есть шанс быстро настакать именно вот эти стаки дебафа лунной тени. Да, мы не можем конвертировать, но все-таки лучше иметь стаки дебафа более стабильно, нежели иметь в 25 секунд один раз шанс их конвертировать. Вот. Да и как дамажащий скилл, он уступает и Расколу, и практически Рапсодии. Рапсодии точно. Вот. Дальше у нас этот скилл. Критические попадания увеличивают урон на 6 секунд, на 6% на течение 5 секунд. Можно использовать раз в 15 секунд. Здесь меня смущает единственное, что кулдаун очень высокий, 15 секунд. Но хотя у нас 5 секунд действия, и левел прокачки нам дает лишь 1%. И это при крите у нас урон увеличивается. Я его брал только на единичку в начале. Вот. И шанс попадания. Шанс попадания нам важен. Почему? Потому что у нас присутствует шанс срабатывания для получения стаков дебафа лунной тени, да, на целях. Соответственно, нам нельзя рисковать, что мы будем промахиваться, ребят. Если у вас проблемы с точностью, мы берем его обязательно хотя бы на пару процентов поинтов, потому что базовое значение в процентах очень сильно поможет. Нам нельзя промахиваться, потому что у нас везде шанс, что мы получим. Да, он высокий, 70%, он очень высокий, но если мы попадем в эти 30%, будет неплохо, это будет плохо. Либо мы попадем в эти 70%, и он должен настакаться, сработать, но вы промахнулись скиллом, потому что у вас нету точности. Поэтому здесь я в двоечку брал. Конечно, если у вас проблемы и часто промахиваетесь, можете и чуть больше взять. Вот. И что касается последней страницы, что касается ПВЕ, первый навык, это у нас второе попадание лунного удара оглушает цель на 2 секунды. Это что касается этого скилла, который говорил рывок. То есть у нас в Расколе в этой профи нету стана, поэтому у нас второй стан, вот этот скилл, лунный удар, имеет пассивку. В ПВЕ я его не беру, потому что он только доп урон дает и 2 секунды оглушения. А что касается быстрый клинок, это усиливание Раскола, ускоряет его. И каждый стак лунной тени или тени темной луны увеличивает урон. Его обязательно берем на 3 сразу. У нас Раскол теперь кулдаунится не 20 секунд, а 3 секунды. Вот.
И, соответственно, исчезновение, это у нас рапсодия. Обязательно берем, шанс крита. И тут единственное, что мы можем, конечно, и в 3 его взять. Но смотрите сами. Если, допустим, на скилле вы видите, не так часто прокает криты. Если вроде бы видите, что прокает, но видите, что не срабатывает у вас прок тени на целях, то значит не так часто. Можете добавить и больше. Но у меня плюс-минус неплохо шанс крита выкачан в персонаже. Я его на 2 брал. И, соответственно, последнюю пассивку. Здесь я несколько процентов шанса уклона брал, потому что уклон у меня в билде очень сильно проседает, хоть и атрибут основной ловкость. Не знаю почему, я просто на шмотках тоже не ловил нигде. Сможете вкинуть несколько поинтов. Ну, допустим, я 4 вкидывал. И остальные поинты, которые здесь уже можете распределить по вашим навыкам. Вот в таком порядке. Вот, раскладка будет вот такая, что касается ПВЕ. В принципе, если даже ручками играете, себя комфортно ощущаете, каких-то, скажем, данжах по типу, если вы второй профа играете в Мираж или еще куда-то ходите, я бы советовал здесь заменить, допустим, что мы можем заменить? Рапсодию на падение Луны, контратаку. Почему? Потому что все-таки неудачно закастовав Рапсодию в цель, если он в этот момент что-нибудь кастанет, вы после совершения просто прыгаете туда, падаете, как раз под скилл босса или куда-нибудь. Бывает очень плохо, и в лучшем случае, если вы на лоу хп уйдете оттуда. Вот. На что заменивать? Ну, на падение Луны контратаку. Как вариант. Либо можно еще на один рывок, вот, как раз таки вот этот скилл. Вот. Но надо учитывать то, что он долго кулдаунится, но постепенно урона добавит. Вот. Это что касается ПВЕ. Так, ПВП. ПВП, соло. Соло. Обязательно берем рывок. Тут все по дефолту. И его пассивку. Все точно так же. Контратаку беру. Абсолютно все то же самое, только у нас вместо инвиза будет еще один нож. Мы его не можем игнорировать никак. Но и по сути что меняется? Мы имеем меньше урона, чуть больше подвижности. Но мы открыты для противника всегда. В плане мы всегда видны. Мы не можем куда-то уйти в инвиз, пропасть с экрана. И мы не имеем такого сильного буста, как, допустим, с инвиза. Шансы крита, крит урона, дополнительного урона, скорости передвижения, сейва. Это не соизмеримо, скажем, с этим навыком, но у нас другого выхода нет. А этот же навык нам дает что? Этот навык нам дает контроль. Этот навык нам дает мобильность и некий урон. Заместо него что-то другое заменять, брать, этот скилл абсолютно не подходит. А Рапсодию как вариант можно брать. Но тут ситуативно. Учитывая, что все-таки мобильного скилла у нас не будет, чтобы уйти, и он будет только один, я бы не советовал. Потому что с Рапсодией в прыжке, куда мы прыгнули, мы там можем и остаться, если нас зафокусят после этого, если мы не убьем. Но подготовленные какие-то цели, стяжки команде кто-то сделал, либо вы законтролили, потом дали Рапсодия, очень приятно, да, можно использовать. Но мы берем все-таки более такой сбалансированный, сейвовый вариант. Вариант, которым мы можем смело инициировать в плане, скажем, каких-то целей тонких во второй линии по типу хилов, магов, да. И, соответственно, нам как раз-таки контратака в этом очень сильно поможет. Мы можем более нагло драться с этим скиллом. Мы можем себе позволить
Мы можем себе это очень часто позволять, потому что 7 секунд кулдаунится. Мы можем даже убегая его нажимать. Потому что вот нас преследует, мы нажимаем его, получаем навык, и мы почему-то не умерли почему-то, потому что хотя у нас хп и мало было. Да потому что он снижает очень много входящего урона, и, соответственно, нам этот скилл очень сильно подходит. То есть эти два скилла никак мы не можем. Раскол, ну, раскол, тут что говорить. Раскол это хороший нюк в данной профи. Конечно, стана нет, но что мы потеряли? Стан, да, но урон и мобильность мы не потеряли. Это с безопасной дистанции хороший таргетный урон с безопасной дистанции. То есть мы совершили прыжок до цели и вернулись на точку. Подходит нам? Отлично подходит. Нам не надо контактировать с персонажами. Нам надо контактировать только с соло-целями. Желательно. А то все плохо кончится. И, соответственно, чтобы иметь дополнительный контроль, а контроля мало не бывает, вы знаете это. Я беру вот здесь 3-2. Почему 2? Потому что шанс побольше иметь, чтобы все-таки дебаф здесь почаще, чтобы висел на тонких целях. Контратаку тоже берем. Можем в 2 взять, в 3 можем и не упарываться. Берем и этот скилл в 2. Можем, конечно, мы тут 3 поинта вкинуть, но говорю, кулдаун снизить. Вообще можем упороться так сделать, что кулдаун у нас будет в 5 секунд. Вот, но пока поинтов недостаточно, можем чуть-чуть поэкономить. Здесь, как я вам и говорил, до 5 докачиваем, чтобы иметь некий небольшой, скажем, такой буст. 3% от дебафов. Но это немного, но все-таки. Бывает, что цели на очень low хп, на низком хп уходят от вас, а вот эти стаки дебафа, которые постепенно урона на них будут висеть, как раз-таки может роль сыграть эти 3%, хотя и редко. Доф урон от критов берем. И шанс попадания. Шанс попадания обязательно. Здесь вообще, если опять-таки, хотя бы если бы вы видите, что по целям часто промахиваетесь скиллом, идет промах и не настакивается, вы по стакам можете увидеть, что нету на них стаков, то лучше выкачать. У меня в данном варианте мне хватает там на 2 поинта. Тут уже сами смотрите. Проверять вообще спокойно проверить можно. В том же билде на ПВЕ то же самое. Вы могли проверить это на каких-то боссах, данжах вашего левела, мировых боссов, на дереве в гильдии. Вот. И суд бога Луны у нас третий этот. Здесь мы берем опять-таки вот этот скилл для того, чтобы уже иметь на скилле, который мы взяли со второй страницы, лунный удар, как раз-таки иметь 2 секунды стана. Еще здесь интересный момент, что этот скилл как раз-таки мы можем выкачивать и иметь усиление скилла именно время стана. Это очень приятно. Это было бы очень грустно, если бы здесь это было бы с базовым значением, которое не меняется, и как раз-таки меняется только усиление урона. Но, к счастью, здесь насчет этого очень все хорошо, и поэтому мы его берем. Можем даже в 3 взять, у нас на 2,5, 2,6 секунд. Вот. Что касается раскола, усиления его, быстрый клинок, здесь берем 3 обязательно, потому что все-таки 3 секунды ускорения. Мы чаще будем применять раскол. Нам это нужно. И потому что это нас основной damage скилл будет. 3 поинта мы вкидываем сюда. Шанс уклонения. И желательно, конечно, здесь побольше его раскачать, но пока что он, скажем, не в таком приоритете. Он нам не даст такого буста выживания на данном этапе игры и с данным уклоном что-то, что при макс выкачке. Потому что есть приоритеты, что можно выкачать. Допустим, побольше контроля здесь сделать.
Что можем? Точности побольше добавить, можем контратаку усилить, те же навыки выкачать еще выше, чтобы поэффектнее себя поприятнее чувствовать по урону себя. То есть масса скиллов, которые в приоритете. Если так и выделять, то да. Точность усилит наш урон, если у нас с этим проблема. И как раз таки контратака с выживаемостью, нежели мы этот уклон вкинем. Десятые доли процента, который нам дают. Это что касается соло PvP. Раскладка у нас такая. Вот. Можем просто сразу с контратакой заюзанной врыв делать. Станить с выходом стана. Как раз таки контратака сработает. Если он не сработает от его удара, то она просто сработает, продамажит. Уже кулдаун 2-3 секунды останется. Можете еще раз прожать. Там уже вы еще смело можете после стана бить расколом, потому что раскол здесь стан не имеет, а имеет урон чисто. И уже когда цель выйдет со стана, уже продлевайте стан вот этим ударом, лунным ударом как раз таки. Вот. Также, либо если вы под фокусом оказались, можете с него уйти. Вот. Что касается PvP соло. Так, масс PvP. Так, секунду, сейчас восстанавливается. Что касается масс PvP. Здесь, ребят... Здесь я вообще... Я бегал вообще вот такой вариацией, что я контратаку не брал. Я брал также еще клинок. Клинок обязательно мы берем в масс PvP, просто must have, потому что здесь клинок имеет очень сильную прям пассивку в плане контроля. Она хорошее замедление имеет, поэтому его эффективно здесь брать. А здесь выбор стоял в основном, что брать четвертым скиллом. То есть мы 3 скилла точно можем выделить. Первый скилл мы не можем игнорировать ни в первой профи, ни во второй. Абсолютно. Это наша мобильность, и это наш, можно сказать, иногда сейф. Даже когда нас законтролили, мы можем высвободиться от обездвиживания и из-под контроля, от оглушения, и убежать, да, выскользнуть. Его никак не игнорируем, абсолютно. Соответственно, мы его точно берем. Я сейчас буду в том порядке брать навыки, какие вот я брал, допустим, в первой ситуации, когда я пробовал. Раскол я брал, потому что в масс PvP с раскола вы можете с безопасной дистанции относительно ударить противника. Потому что он совершает до цели прыжок, да, и имеет очень сильный урон вообще у этого персонажа. Клинок изогнутый обязательно берем, потому что нам дает еще дополнительного, скажем, контроля в этой профи именно. В первой профи, если вы помните, у нас он дает шанс крита именно для навыка, а здесь он дает массовое замедление, кого касается. И имеет шанс... Так, где она? Вот. В течение 3 секунд с каждого стака имеется шанс увеличения урона изогнутого клинка на 10%. И урон имеет, и как раз-таки... Так, подождите. Я почему-то помню, что замедление имело, нет? То есть секунд каждый стак лунной тени увеличивает урон от изогнутого... Чего? Блин, а я почему-то помню, что замедление... А с какого скилла замедление? Так, прошу прощения, он замедления не имеет. Нет, подождите. Странно. Вот, есть. Меня уже плавит, ребят. Я просто помню, я его тестил, что он замедление имеет. Замедляет тени с лунной тенью, да, на 70% в течение 3 секунды.
кажется так. Я просто не прочитал верхний. Я помню, что он дает замедление. Я на поле битвы с ним бегал. Вот, поэтому мы его обязательно берем. Тут только единственный вопрос у меня стоял, с чем я бегал. Я бегал такой расстановкой, то что еще с Рапсодией, 4-м скиллом. Единственное, что бывало так, ну вообще можно так сделать, то что вы откидываетесь этим скиллом, с дистанции какие-то цели выцеливаете, бегаете там с раскола, да. И в какой-то момент, если там есть фокус по множественным целям, тяжка, допустим, которую вы можете красной шапкой сделать, можно было ворваться с Рапсодии и, короче, как раз-таки нанести очень хороший дэмэдж и иметь еще стаки хорошие. Лунной тени, дебафа. Но после этого, это еще я делал так, чтобы у меня не был удар тьмы в откате. Почему? Потому что после приземления с лунной рапсодией, чтобы я мог с рывка просто сразу уйти оттуда. Потому что чаще всего это получалось так, что я там оставался. Даже я не успевал выскользнуть, даже если я успевал выскользнуть, меня притягивали, либо что-то делали, фокусили, и я умирал. Потом второй вариации я бегал с контратакой. С контратакой в масс PvP, если вот такой раскладкой бегать, мы не можем с основной толпой всегда стоять, нам как-то с края приходится действовать, потому что иногда нам хочется до каких-то целей добираться, да, и доковыривать их. В таком случае как раз-таки он нам помогал за счет того, что мы можем входящий урон снизить, да, с первого удара. Но это, скажем, по геймплею очень скучный вариант был. И в основном вот на чем я остановился, это я брал вот этот клинок, и мы уже чувствовали себя более-менее неплохо за счет мобильности. Да, мы всегда перед глазами врага открыты, мы скрытно с инвиза не можем действовать, но скажу так, ребят, другой вариации, самой такой стабильной, личное мое видение, как я увидел, я не увидел. Либо через этот навык, либо через рапсодию. Можно еще такую вариацию сделать. Можно раскол не брать, брать рапсодию вместе с этим навыком, потому что все-таки в навыке очень много механик, нужных нам. В навыке есть стан, в навыке есть стак дебафа, который мы можем наложить, и плюс мобильность еще добавляется. Соответственно, его игнорировать мы не можем. Здесь тоже вдвоечку шанс, чтобы иметь, и кулдаун снизить рывка, то есть больше мобильности. Здесь, как я говорил, на 6, на 5 качаем. На первых порах, дабы получить 3%. Доп урон от крита берем. Шанс попадания. Тут уже смотрите, надо смотреть каждого персонажа, у кого сколько там не хватает. А здесь добираем. Кстати, здесь забыл 2 поинта. Клинок. Обязательно в единичку. Достаточно его. Раскол. Ну, уклона тут уже об уклоне я говорил. Вот. Расстановка получается вот такая. Раскладка тоже такая. Вот. Это что касается масс. Да. И теперь итог. Что касается именно разбора билдов и вообще навыков по этим персонажам. Какое предпочтение какому классу я отдаю. За явным преимуществом мне все-таки кажется, что первая профа намного эффективнее по личному опыту. Тут уже, ребят, смотрите сами. Кому что нравится и кто как ощущает какого персонажа. Какой подкласс. Но все-таки в моем понимании убийца, ассасин, он должен быть с таким взрывным уроном, burst дэмэджем, с хорошим, скажем, врывом, сокращением дистанции, с хорошими бафами, заделом в пассивках на крит. И, соответственно, вот первая профа максимально к этому
описанию подходит. Максимально вот, что как есть. Мои ощущения, понравился мне ли класс или нет. По первой было скучно. Потому что в этой игре за Ассасина первый раз. Именно в это. И, соответственно, чем дальше, но все-таки в геймплее он требует внимания. Очень сильно внимания требует позиционки и вовремя нажимать, тайминги, постоянно следить. И ты не можешь себя в бою как-то вальяжно чувствовать. Ты должен всегда темп задавать, следить за игроками, за тонкими целями, гонять их. Вот именно активные действия. И все билды, которые здесь я разобрал, это конкретно которыми я играю. Кто не видел, может на стримах присутствовать, посмотреть. И, соответственно, я решил с вами этим поделиться. И коротко о персонаже, атрибутах. Базовый атрибут у нас ловкость, все понимаете. Второстепенный, который нам нужен, это сила. Ловкость нам проникновение, крита дает. Всегда контролируйте, смотрите, крит разгоняйте. Все касаемо шмота на начальных этапах нам, конечно, плюс к навыкам, если это есть возможность добавлять. И, соответственно, разгон вот этого именно крита. Ну, соответственно, проникновение и так далее. Смотрите там. По защите балансируйте, чтобы сильно маг защита не проседала, потому что все-таки у нас то, что допом еще качается сила, а сила имеет тег именно дефа из защиты, то есть она больше у нас настакивается, и, соответственно, маг защиты догоняйте. Смотрите, либо в шмотках, чтобы сильно не проседала, либо она вам может на Эвдемоне пропнуть. Какого Эвдемона я использую? На данный момент Эвдемона я использую обезьянка. Почему? Потому что он максимально прост в исполнении. Он имеет хороший дэмэдж и мобильность за счет контроля, ускорения. Хорошо прокует криты из его навыков. Вот. Еще вариации, кем я бегал, кто мне больше нравится. Если под стихию вы выберете именно изначально, когда на выбор вам дается, да, после 50-го левела, это оса. Очень хорошо подойдет. Вот. Ну, я не знаю, если вам прям выживаемость что-то, можете с пушистиком побегать. Тоже как вариант, с хорошим контролем и с деф-механикой хорошей. Вот. На ваше усмотрение. В демоны тут можете комбинировать по-разному. Но пока что с обезьянкой бегаю. Вначале бегал с осой. Очень понравилась. Оса практически, можно сказать, в навыках то же самое имеет, что и первая профа Ассасина. Инвиз, очень сильная мобильность, сокращение дистанции, урон массовый, хороший контроль. Вот. Но он требует больше внимания и, скажем, в бою и применения навыков, комбинации, нежели, допустим, вот этим обезьянкой. Что касается петов, пока такая вариация у меня. Тут шапка, белоснежка и, соответственно, туфелька, золушка. Массовый контроль, урон и еще контроль, скажем, да. Накидывает немоту на 3 секунды. Вот, в принципе, так. Никакого деф пета нету. В перспективе можно, конечно, для масс ПВП каких-то взять вот эту, которая мне выпала. Она все-таки агрит, всех стягивает и дает нам щит. Но пока что я доволен такой раскладкой. Альтернатива что может быть это? Альтернативой может быть вместе с шапкой, с белоснежкой, третьим, допустим, легендарную снежную королеву вместо туфельки. Как вариант. Если нету туфельки, вариант может быть спящей красавицы. Вот. Спичка ситуативно не всегда подходит. Так, кто у нас еще остался? Ну, в принципе, все. Девиана можете ставить там на каких-то моментах по типу в ПВЕ, если у вас там, допустим, не хватает какого-то, скажем, выживания. Но все-таки ваш персонаж совсем не про это. Насчет тонкости, тонкий он или нет, но за счет именно контратаки, когда мы его берем, у нас как раз таки
За счет этого очень сильно поднимается выживаемость, и она очень сильно поднимается. То есть мы не, скажем, не разовые цели, которых можно просто заберстить за раз. Кто-то соло. Абсолютно нет. Если есть правильный билд. В принципе, все, ребят. Напоминаю вас, не забудьте подписаться, прокомментировать видео, пожалуйста. Подписаться обязательно на Twitch канал, который я показывал в начале ролика, ребят. Потому что стримы идут там. Вот покажу. Вот, Twitch канал. Ссылка будет в описании стрима. Ой, стрима, говорю, извините, у меня уже плавит под видосом. И что? Всем добра, всем удачных каток. Давайте еще услышимся, увидимся. Покеда.